Всем привет! Я хочу провести сравнение. Мне нужно украсить квартиру и дом. И у меня есть гипотеза, что я их смогу украсить за 7 часов каждый. Но при этом в квартире только внутреннее украшение, елку поставить, нарядить, создать уют, украсить двери, какие-нибудь углы, мебель, чтобы все было красиво и красиво. А на даче я хочу украсить дом снаружи и баню тоже снаружи. В итоге хочется понять, уложусь ли я в эти 7 часов, или если не уложусь, то сколько времени необходимо, чтобы сделать красивые украшения. 1,5 или 2 года назад я покупал на даче гирлянды. Но я понятия не имею, в каком они состоянии, потому что я их даже не раскрывал, не проверял. Я не знаю, какой они длины. Нужно все это будет сейчас вскрыть, посмотреть и придумать, что с этим делать. Ну что ж, погнали! Светодиоды 625 штук. Угу. Попадос. Так. Ну, они такие, может, нормальные. И еще 2,5 метра. Подожди, а ты внутреннюю хотел наружу, что ли, повесить, нет? Нет. Ну, вот если вот сюда вот повесить, как вот ты считаешь, нет или ужасно? Можно, но маленько. В итоге, после получасового брейншторма мы так ничего не придумали. Одна гирлянда 2,5 метра, уличная. 2 домашние по 3 метра. Их можно соединить друг с другом, но одна желтая, а вторая белая. И у меня до этого, к сожалению, даже мысль не возникла посмотреть, какого метража гирлянда. И сейчас нужно прям посидеть, подумать, поехать в какой-то город ближайший, что-то купить или придумать что-то с этими гирляндами. Да, условно здесь 4,60. Прошло 2 часа с начала отсчета, не сделано ничего. Только понял, что нужно делать, какие должны быть гирлянды и метраж. Сижу, выбираю электрику для дачи. Оказалось, все не так просто. Гирлянду можно повесить без особых проблем, крепления я уже нашел. Но оказалось, что у меня нет розетки, которая вела бы на улицу. При этом я об этом знал, но, как обычно, думаю только в самый последний момент. Чтобы вывести розетку, нужно внедряться в энергосеть дома. Но я этого делать не хочу. Поэтому придумал следующую схему. В терраске поставлю дополнительный щиток, куда воткну диф-автомат. От щитка будет идти вилка. И вилка как раз будет всовываться в розетку. Диф-автомат поставлю на 2 полюса, поскольку вилка может сама переворачиваться и идти то одной стороной, то другой. Следовательно, мы не знаем, где ноль, а где фаза, и они могут меняться, поэтому диф-автомат будет у нас размыкающий. Если что случится, он разомкнет и ноль, и фазу. Поскольку по периметру дома углы, они защищены железом, а гирлянда китайская, следовательно, может быть утечка тока по этому железу в землю. Если кто дотронется, будет ай-яй-яй. Поэтому ставим не просто автомат, а ставим диф, который, если что, будет от этого защищать. Конечно, смотрю текущие цены на Озоне, и это прям ого-го. Пока я жду вещи для украшения дачи, посмотрим за 7 часов, сколько я смогу украсить в квартире. Шикарно. Так как на маркетплейсах большинство гирлянд сейчас китайские, выбирать нужно с огромной осторожностью. Например, вот эта вилка от гирлянды бахрома, вот эта вилка от гирлянды роса. То есть бахрома, такая ниточка и свисает вниз, роса просто ниточка. Вот эта вилка, отсюда идет 2 тоненьких проводочка в гирлянду, дает гирлянде сразу 220 вольт, то есть те, которые есть в розетке. Если произойдет короткое замыкание или вдруг будет утечка тока, человека тряхнет всеми вольтами, что здесь есть. Короткое замыкание до 220 вольт, это очень страшная штука и может загореться штора, например. Или вот, например, есть другая гирлянда. Здесь есть специальный блок, который понижает вольтаж. Эта гирлянда выдает примерно 30 вольт постоянного тока, 150 мА, миллиампер и 5 ватт. Вот это намного безопаснее,
потому что даже если будет короткое замыкание, то это не 220 вольт, а всего лишь 30. Поэтому гирлянды можно использовать 3 типов. Первое, вот с таким блоком. Второе, это вместо этого блока здесь может быть USB, например, она включается в Powerbank. И третье, это гирлянды от батареек. Чтобы елка получилась как из Pinterest, нужно взять гирлянду роса и обматывать каждую веточку. Но при этом, если слишком много обматывать, может не хватить 500 метров. Если слишком мало, то будет недостаточно огней. Когда мы обматываем каждую веточку, гирлянда и елка, они получаются прям такими объемными. И свет находится и внутри, и снаружи. Мы же в моем случае, какой мяу, мы же в моем случае будем обматывать не все сразу, а по чуть-чуть. За 7 часов я полностью успел украсить квартиру. Давайте посмотрим, что получилось. Во-первых, красоточка елка. Какая же она красивая. И обязательно гирлянды за окном. Во-вторых, украсил все мониторчики мишурой, плюс шкафы. Но это было несложно. Также наверху повесил бантик. Кстати, спорное дизайнерское решение. Может, вообще в бок нужно было перевесить. Или здесь повесить какой-нибудь сбоку колпак. Но остановились пока на бантике. Около двери красивый венок. Кстати, это настоящая елка, которая пахнет. Так получилось, что делалась она на мастер-классе. И вот здесь вот она закреплена обычным скотчем, но который прям очень хорошо разглажен до невидимого. И если смотреть изблизи, прям близко-близко, то заметить можно. Но если отходишь на 2 шага, то вот как будто венок висит сам. На кухне у нас красивая гирлянда лежит, которая украшает стол. И в комнате также цветы, которые украшены вот такой гирляндой. Ну и для придания новогоднего настроения на диване тоже лежит красивая-красивая мишура. А теперь осталось самое сложное – украсить дачу. Я еще не проверял. О! Блин, как красиво, все горит. Раньше это делал только для автомобилей. Впервые буду делать для домашней проводки. Но в целом, кажется, логика схожа. Простого варианта не получилось. Ох ты ж, блин. Все оказалось не совсем так, как я себе представлял. Защитный короб уже занят проводочкой. Поэтому лучше я пойду сейчас повешу гирлянду, поскольку еще не стемнело. А уже вечером займусь и доделаю проводку. Возможно, первый раз без короба, а потом подумаю, как его сделать. Для крепления гирлянд я использую специальные крепления на шурупах, которые ввинчиваю в одну доску. В саму стенку дома мне, тут бревна, не хочется их портить, поэтому в доски. И затем уже на бортик этого крепления, вот здесь вот видно, вот она, я стяжку вешаю, и на стяжку уже провод. Дом я хочу обернуть в 1,5 раза, потому что наоборот дома требуется 30 метров гирлянды, если быть точным 36. А здесь 50, поэтому я просто буду вешать стяжечку и рядом еще одну стяжку. Если что-то потребуется, потом еще можно будет закрепить. Может, еще одна гирлянда. А мы продолжаем.
Я решил изменить тактику и сначала 2 стороны винтить крепление, а после этого уже приделывать гирлянду. У нас уже следующий день. Я вчера еще вечером успел повесить крепление на баню. Вон там по периметру самой бани и на крышу. Сегодня я буду довешивать дом, а потом займусь баней. В итоге, что я успел сделать за 7 часов? Я успел сделать частичный электрощиток, повесить на дом крепление и повесить на 2 стороны гирлянду. Я считаю, что достижение так очень огромное. Явно 7 часов недостаточно, и весь объем работы я недооценил. Вот, ну ладно. Как говорит мой друг, что стоять надо делать. Поэтому погнали. Пошел уже 3-й день. То есть на дачу уже ушло 14 часов. И вчера я наконец-то повесил гирлянду. Выглядит, конечно, потрясающе. Прям создает уют-уют. Но, видимо, я не подумал головой. И когда я делал провод, я делал его посреди доски. И так получается, что когда идешь по участку и видишь вот этот белый провод, который находится там, это некрасиво, это ужасно. Прям всю ночь еле-еле спал, аж коробит. Утром заехал в магазин, купил нить и натяжителя. Сейчас буду пытаться быстро все перевесить и использовать другую схему. Есть заборчик вот такой по свисающей кромке. И вдоль этой свисающей кромки я натяну нитку. И затем уже на эту нитку приделаю гирлянду. Так, это маленький итог моей работы. Снимать неудобно, поэтому показываю так. Здесь у нас крепление, стяжечка. И отсюда дальше у нас идет вот он, трос. Посмотрел в интернете, эта штука называется талреп. Ударение именно на А. Талреп. Главное быть не тупой. Отойди. Отойди. Пошел 4-й день с того момента, как мы вешаем гирлянду на дом. Сейчас удалось сделать 1 полный оборот вокруг дома. И еще осталось гирлянды на половину оборота. Проводку я так и не сделал, подключаю с помощью удлинителя. Но получилось очень красиво. Все провода спрятаны, крепление находится идеально к дому. Их не видно, и провода тоже не видно. Нравится? Очень сильно. Но сейчас я вынужден сделать хард-стоп, как это называется. Я не буду дальше продолжать украшать баню, не буду дальше продолжать украшать дом, потому что время вышло, времени больше нет. Вернусь, вероятно, к этому вопросу весной или ближе к лету. И, видимо, моя гипотеза насчет дома провальна. Если квартиру можно украсить за 7 часов идеально и вообще все, то дом нет. Зима все очень сильно усложняет. Сейчас, как все знают, штормовое предупреждение, рекордные снегопады за все время, приходится постоянно чистить снег. Холодно, минус 10 здесь. Работать в тяжелой одежде — это тот еще квест. Поэтому гипотеза насчет квартиры верна, насчет дома нет. Расчетное время такое. Если делать без переделок, то нужно 5-7 часов на одну сторону дома, чтобы сделать крепление, натянуть шнур, повесить туда гирлянду. Плюс 5 часов на проводку. Такой вот итог. Спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео. Поздравляю вас с наступившим годом, с январем. Желаю всего самого лучшего. Пока-пока.